Доброго вечора, ми з України. Ви дивитесь проект «Україна в вогні». Мене звати Рауль. Пока Россия проводит в Украине спецоперацию, а Украина спецутилизацию, российские власти в самой матушке России начали потрошить банковские ячейки своих граждан и передавать их имущество на спецхранение. Кармический круг замкнулся, армия-мародер бежит домой, страна-мародер грабит, пока никого нет дома. А этот ролик прекрасно иллюстрирует, чем должно закончиться путешествие русского военного корабля. Этот ролик прекрасен. В ближайшее время он вынесет с рынка декоративные камины, потому что все будут ставить такие скринсейверы на телевизоры и компы и наслаждаться этим зрелищем под тантрическую музыку. Я уверен, что падающий на Кремль корабль – это всего лишь тизер к тому, что может произойти накануне традиционного российского победобесия 9 мая. По информации НАСА, 6 мая очень большая вероятность того, что с Землей столкнется астероид размером с египетскую пирамиду. И если собрать всю ненависть украинцев и помножить на виш-лист инстателок, которые из-за Путина лишились заработка, то станет понятно, свое острие пирамида возмездия направит либо на Урал, либо на Москву, в зависимости от того, где будет находиться Владимир Путин. И никакие скрепы, гундяевские щиты веры и рогозинские космодесантники в лаптях не спасут этот нео-Содом и Гоморру на минималках. И чтобы два раза не вставать, на фоне внешних врагов Украина не должна забывать про врагов внутренних. И не забывает. В Верховную Раду поступил законопроект о полном запрете деятельности Украинской Православной Церкви Московского Патриархата на территории Украины. Вся собственность, все святыни, все храмы должны быть национализированы в течение 48 часов. Все эти коррумпированные и развращенные паши Мерседесы и генералы КГБ в рясах должны быть изгнаны с украинской земли, а многие получить длительные тюремные сроки за антиукраинскую пропаганду и работу на разведслужбы Российской Федерации. Я уверен, что как минимум 80% святых отцов Московского Патриархата – это преступники, осведомители, агенты влияния и кадровые офицеры Российской Федерации. Они привели войну в наш дом. Они должны понести ответственность. А в это время в России начинается плановый военный призыв в поредевшие, поседевшие и порыжевшие ряды российской армии. Призывная кампания начнется 1 апреля, как это не смешно, а уже не смешно, и завершится 15 июля. Призыву подлежат граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. И количество этих солдатиков 134 500 душ. Пацанчики из РФ, посмотрите сейчас пропагандиста Соловьева. Перед вами долларовый миллионер, владелец 3 вилл в Италии, на берегу озера Кома. Я там был много раз. У Соловьева прекрасный вкус на недвижимость. Но, чеканя слова и педалируя интонации, он не дрогнувшим голосом прямо сейчас посылает вас на верную смерть. Что любые переговоры с нацистами, пока твой сапог не стоит на их горле, воспринимается как слабость. И не надо сжать руки этой гадине. И не надо с ними обмениваться формулировками разными, как дела, вести, знаете, small talk. Вообще с ними не надо не встречаться, не разговаривать. Вот это то, что считаю я. Это моя личная точка зрения. Поэтому не надо вводить в заблуждение и пытаться деморализовать столь безумными сообщениями, как вчера, наш народ и наших военнослужащих. Поставлена задача, и она должна быть решена в полном объеме. Задача ставится в нашей стране только верховным главнокомандующим. И извольте слушать только его. Сначала будет призыв, а сразу через 2 недели
плановая могилизация в Украине. Я не оговорился. А какой там у них Зеленский какой-то маленький пункт все время вспоминает? У нас его даже ни разу в сводках не упоминали. Где все время Украина 156 раз. Чернобаевка. А что там произошло в этой Чернобаевке? Они каждый день 10 раз брали русские, 10 раз отбивали украинцы, нанося невероятные потери. Сейчас готовятся 11 раз. А где это вообще Чернобаевка? Ну, это вот в этом треугольнике. Буча, Ирпень, Гастомель. Да, это там. Это маленький. Мы про нее и не говорим. Никто никогда. же Вот не Но знает. вы знаете, Владимир Ильич, Ваш дебил Соловьев даже не знает, где Чернобаевка, а это сакральное место для каждого русского солдата. Просто загуглите, это поможет вам сломать руку или ногу даже без использования обезболивающего. И помните, ничто так не ценится во время войны, как плоскостопие. И сейчас любимейшая рубрика наших зрителей – радиоперехват СБУ ролик. Пока что слухи такие, что, отступаем. Вроде бы как, может быть, даже скоро вернемся домой. Наша бригада конкретно обосралась. Ну, без потерь, все в порядке там. Ага, ну да, в порядке, Потери есть, раненых много. Я больше переживала, потому что тут слухи разные ходили. Ну, Не знала, что слухи, думать. слухам вообще верить не вариант. Это по чьей-то ошибке? Да тут вся армия у нас, тупая, дебилы просто. Вот хрен его знает, тут дебилы, вообще дауны. Ну, вообще мы тут нахер не нужны, вообще, Ну, непонятно, для чего мы здесь, находимся, Мы тут не можем выполнять задачи, против такого противника, как против нас. То, что ты тогда говорила, что, в Украине, техника, там, у украинских войск, там, туда-сюда, там, по телеку то, что передают. Действительно так и есть. У них реально техника у них есть, Тебе никакой опасности не грозит сейчас? Вик, тут опасность каждую секунду грозит. Сидишь, и хрен, думаешь, сейчас прилетит на тебя какая-нибудь херня. В машинах живете? Ну, когда как. Когда я чувствую, что, что слишком, вокруг как-то напряженно, я в окопе сплю. Вырываю окоп и иду, ухожу в лес куда-нибудь подальше от всех. Серьезно тебе говорю. Все настолько жестко. Жестко, Вик, не то слово тут жестко, тут капец. В очередной раз поражает уровень изморози у самокорков. Так с тобой нормально все? Да за***ись, я на войне, в чужой стране. Что со мной может случиться? Копаю себе окоп в лесу, нас колбасит из современного натовского оружия, в принципе нет причин для беспокойства. И на десерт вы сейчас получите немного Гиркина, тесть которого недавно отправился в страну бесконечного стекломоя на Донбассе. Наша группировка, действующая на правом берегу Днепра, в районе Гастомель, Буча, Ирпень, завязла в городской застройке, завязла в лесисто-болотистой местности. И после того, как эта лесисто-болотистая местность распустится через месяц, ее будут бить из-за каждого куста. Потому что количество войск, при всем том, что туда загнали много и очень много техники, численность этих войск недостаточно. Для боев за 3-миллионный город. Не только для боев за 3-миллионный город, об этом даже речи нет, но даже для сохранения того периметра, который заняли в марте. Недостаточно. В условиях, когда противник будет применять активно диверсионные группы и партизанские методы борьбы. Поэтому, скорее всего, нашим войскам так или иначе придется сокращать там линию фронта, оттягивать части, чтобы сформировать некую линию. Я не думаю, что наши прям уйдут из-под Киева, это будет просто позорище и поражение. Но сократить линию фронта и оставить какие-то участки, которые просто невозможно оборонять в новых условиях, не обладая инициативой, нашим войскам придется. То же самое касается Чернигова. Если внимательно посмотреть на карты, которые опубликованы, и на объективные карты, которые показывают, что там нету никакой контролируемой территории, условно говоря, Чернигова до Сум, которая закрашена, некоторыми блогерами закрашивается красным цветом. Там есть узкие вытянутые аппендиксы вдоль дорог и дорожных развязок, ведущие к Киеву. Между этими аппендиксами территория не контролируется. Ни Сумы, ни Чернигов фактически не блокированы войсками. Они имеют сообщения, если не с Киевом непосредственно, то, по крайней мере, с окружающими районами. И имеют свои собственные ресурсы и резервы. Там формируются тербаты и так далее и тому подобное. Не печалься, Игорек. Скоро и к тебе постучатся в дверь люди из сил специальных операций, а может быть от ФСБ. А там как повезет. Может быть попадешь под суд, а может сразу к тестю. Когда 3 абзацами выше я сказал «порыжевшие солдаты РФ»,
Это не оговорка. Как оказалось, большинство солдат-срочников Российской Федерации не только очень юны, подавляющее большинство имеет лишь среднее образование. Я бы сказал, очень среднее, даже по меркам Саратова или Воркуты. Только этим можно объяснить, что эти несчастные без какой-либо защиты передвигались по знаменитому радиоактивному рыжему лесу возле Чернобыльской атомной станции и даже копали там окопы и пытались создать линию обороны. Многие из них сейчас уже пребывают в радиационных центрах Беларуси, и количество облученных растет. Я даже не представляю, какими надо быть сволочами или тупицами в высшем офицерском составе, чтобы посылать своих дурачков в самое зараженное место Чернобыльской зоны. Да, они обязательно привезут домой кусочек света из Украины. И бабы, конечно, еще нарожают. Но если от этих срочников, то новое поколение русских может реально получить дополнительные хромосомы. И на этой жизнеутверждающей ноте переходим к международным новостям. Грустная лошадка Сергей Лавров заявила об аккредитации первого дипломата от правительства талибов. Представитель Афганистана прибыл в Москву еще в прошлом месяце. Это те самые талибы, которые запрещают включать музыку в автомобилях, возить женщин в авто без хиджабов и запрещают девочкам посещать школы. В принципе, у них есть опыт, который сейчас пригодится Российской Федерации. Но нужен ли он россиянам, пускай решают сами. Сам же Талибан в России по-прежнему числится террористической организацией, если я ничего не путаю. Потому что, все-таки переговорный процесс, мы, в отличие от некоторых наших партнеров, все-таки стараемся культуру дипломатических переговоров выдерживать. Еще один союзник Российской Федерации – никем не признанная республика Южная Осетия. Она решила провести референдум и присосаться к дотационной сиське России-матушки. При этом как минимум 300 солдат осетин покинуло позиции на Донбассе и решило, что вместо них войну с Украиной может спокойно продолжать Владимир Путин и вся его семья. О стремительном осетинском набеге домой заявил бывший самопровозглашенный президент Южной Осетии Эдик Кайкаты. Я по-прежнему ничего не придумываю, я по-прежнему даю вам ссылки или демонстрирую видео. И я тут полностью на стороне Осетии. Деньги утром, солдаты вечером. И ни о каких кредитних канікулах не может быть речи. На цьому все. Ви дивилися проект «Україна в вогні». Росія буде зруйнована. Перемога буде за нами. Слава Україні! А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение.